Если у тебя есть мозг, не повторяй ничего из того, что увидишь в этом видео. Это тупо и опасно одновременно. А также, курить вредно и не забывайте пристегивать ремни. Мы все это делаем и вам советуем. Эти 4 безумца купят 4 корыта на колесах не дороже 30 тысяч рублей каждая и проверят их на прочность. Необходимо пройти испытания, по итогам которых участник, набравший наименьшее количество баллов, расстанется со своей тачкой. 3 заезда, худшие пилоты в истории, груда ржавого металлолома и бессмертный отечественный автопром. В гонках на выживание Тазгир! Ощущение просто жесть. Не знаю, почему все так делают, я тоже так делаю. Говорят, вроде хлам редкость лишено, но сейчас мы посмотрим. На ходу? Да хочется не съезжать. Прикольно. Ну вот мы и приехали за тазиком, который будет убиен. Вот это наша машинка. Будем смотреть, пойдемте. А что она не заводится? Ух ты! Это не я. С тормозами беда. Что-то там течет, масло вроде. Я готов тебе 20-ку отдать и забрать ее. Твоя цена? Давай 9-очку посмотрим тогда. Спасибо тебе большое. Ну чё, вот тачка. Вау. А вот с тормозами здесь туговато. Очень туго. Они есть? Нет. Ну что, тормоза придумал трус. А где хозяин? Хозяин! Ну что, знатно тазик. Ну ты же написал, что на ходу. Она не на ходу. Слушай, ну это самая смешная машина, которая у меня была. Берем. Кирилл фон Берг на малыше Volkswagen Golf. Меня не устраивает цена в 40 тысяч. Этот хлам не больше 30-ки. Вот она лежит 30-ка, вот она ручка, вот документ. Вова врывается в гонку на ВАЗ-2110. Лёша Гром и его Opel Kadett. Вот он тот самый агрегат. А тут вот что-то кушать. Смотрите, как дверь закрывается. Мне нравится тачка. Рома на Москвиче 2141. Подведем итоги покупки автомобиля. Берг и его железный конь Volkswagen Golf. Вова на своей ВАЗ-2110. Гром и его верный слуга Opel Kadett. Рома и отечественная железяка Москвич 2141. Впереди первый этап – Drag Race. Самый быстрый этап нашей гонки. Первый этап – Drag Race. Все 4 участника стартуют одновременно. Задача – прийти первым. Правила – никаких правил. Обстановка накаляется. Здесь слышу рев моторов. То есть это можно назвать моторами. По итогам заезда каждый участник получает баллы. Первое место
21 балл. Второе место 14 баллов. Третье место 7 баллов. И четвертое место 0 баллов. Ну что, друзья, мы, смотрите, уже все готовы. На старте все 4 участников. Все 4 участника уже на стартовой линии. Моторы ревут, из-под капота валит дым. Звук, словно это гоночные болиды, и не верится, что эти 4 корыта еще вчера стояли где-то за гаражами и готовы были отправиться на свалку, как груда металлолома. Итак, старт, поехали! Вперед вырывается Гольф и Опель. Завязывается борьба. Посмотрите, они начинают толкаться. Что нет? Гольф выбрасывает Опель из трассы и, соответственно, из гонок. Да, ребята, здесь нет никаких правил. Только лишь одно — приехать первым на финишную прямую. Что это? Коварный план или все-таки стечение обстоятельств? Давайте посмотрим на повторе, что же там произошло на самом деле. И вот мы видим, как на старте Volkswagen Golf прижимается к Opel Kadett, начинается борьба, Opel заносит и Volkswagen его подталкивает, после чего Kadett вылетает с трассы. Это был коварный замысел или просто случайность? Никто этого уже не узнает. Смотрите на замедленном повторе, как развернула Opel. И, уходя от маневра, Golf еще и чуть не вытолкнул десятку. Какие ощущения? Нормальный, коробка, скорость слетела только, а так красота. Каково на таком старе, на таком тарантасе кататься? Блин, ну представь, что тебя посадили в консервную банку на колесах. Это был твой план, о котором ты говорил. Я знал слабое место Опеля. Этим кускам мяса чисто повезло, брат. Ну еще не вечер, подожди, я им покажу. Итог первого заезда. Кирилл 21 балл, Вова 14 баллов, Рома 7 баллов и Громов 0 баллов. Первый этап пройден, и, как он показал, произойти может все. Какие еще сюрпризы ждут наших гонщиков, узнаем в следующем этапе. Второй этап – кольцевая гонка. Участники должны проехать по дороги на старых тазах, при этом сделать это максимально быстро. Второй этап – кольцевая гонка. Все 4 участника по очереди проходят круг. На трассе их ожидает песок, ямы и камни. Цель – на финишной черте показать лучшее время. Гонщик, который покажет лучшее время, получает 20 баллов. Второй результат – 15 баллов. Третий – 10 баллов. Четвертый – 5 баллов. Итак, мне выдалась большая честь стоять рядом с победителем первого заезда. Кирилл, я вас поздравляю. Первый заезд был прям очень... Да что повезло? Скорость моя вторая. Заезд был очень... Моя скорость. Ему просто повезло. Просто москвич не едет. Заезд был на самом деле эффектным, красивым, зрелищным, что вот говорить. Вот если бы не Опели, все было бы по-другому. Вот зачем-то он поехал вперед. Но, тем не менее, это не помешало победить. Абсолютно. У него же корма большая, как и водитель. На этот заезд, на этот этап какой-то козырек в рукаве или под сиденьем, может быть, припас? Пока нет, машину сломал. Попробовали тестануть круг, сломали машину. Ждем. Посмотрим, как себя поведут другие автомобили в этих условиях. Это же все-таки песок. По песку кто умеет ездить? Только русские. У нас есть только один москвич. Но я знаю его слабое место. То есть армяне здесь не справятся? Армяне русские, мы же все вместе. Все, я понял. Ну нет, мало ли. Но машину уже подготовил к заезду. Нет, только пока сломал. В первом заезде что помешало-то? Объективно, я думаю, что все-таки грязная обочина. То есть не грязная езда соперников. Наоборот, в этом кайф. Эмоции какие были? На самом деле, с самого начала какой-то мандраж, переживания, хотя это дружеский вроде как заезд, это не соревнование в высокой дороге. Ну, приятный такой выпуск адреналина. Ну, страшно было? Ну, адреналин, наверное, всегда сопровождается какой-то толикой страха. Ну, да, наверное. На втором этапе готов рвать, прям просто рвать за победу? Наоборот, решил не форсировать никак ситуацию. Будь что будет, посмотрел трассу, очень много песка, будем увязывать, будем смотреть, тут не загадаешь. Каждый участник по одному идет по трассе.
Будем встречать их здесь, на финише. Здесь же старт и здесь же финиш. Круговая гонка. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии. Нам важно мнение каждого. Первым на круг выходит Вова на своей десяточке. Итак, давайте посмотрим, что же пройдет. Хороший старт! Как стартанул, но впереди еще целый круг. Посмотрим, что будет дальше и какие испытания его будут ждать впереди. Неплохо, вначале неплохо Вова идет. Какие ухабы, где он застрянет. Застрянет ли он вообще или все-таки доедет красиво. И вот хороший разгон. Смотрите, он уже замедляет ход. Непонятно, то ли эта машина дает осечку, то ли все-таки дорога дает свои плоды. Первый поворот, первые трудности. Давай, набирай ходу, Вова, давай. Не идет, а словно плывет наша десятка. Ощущение такое, что у Вовы в машине играет сейчас Snoop Doggy Dogg, и он плавно просто раскачивает свою машину. Итак, вот он, финишу уже близок. Он просто подать до него рукой. Но что происходит? Машина замедляется. Что-то произошло с ним. В чем дело? Вот, соперники просто начинают толкать, доталкивает его до финиша. Невероятно, он доезжает! Да! С усилиями своих же противников он добирается до этого финиша. Сцепление, педаль отвалилась! Вов, скажи мне, пожалуйста, что пошло не так перед самым финишем? У меня отвалилась педаль сцепления. Такое бывает? Вот бывает. Какой был сразу план в голове, что делать в такой ситуации? Ты в первый раз с ней У сталкиваешься? меня на нейтралку выскочила, да, пытался просто воткнуть уже в наглую. Собственно, вот поэтому и доехал. Ну, самое крутое, что ты доехал. Бывает и такое. Мало того, что будем ждать, может и педаль вообще, и колесо отскочить, и педаль выскочит. Но наши ребята не сдаются, и все возможно. Главное доехать до финиша. Выработал тактику, проехал, посмотрел трассу. Я поехал, посмотрел. Машина не хочет ехать смотреть. На старте хедлайнер предыдущего заезда Volkswagen Golf, его водитель Берг. Сохранит ли он пальму первенства, и в этом заезде узнаем чуть позже, потому что дорога впереди непредсказуемая, трасса неподготовленная, как я уже говорил ранее, и может принести любой сюрприз для автомобиля. Тем более и сам автомобиль, знаете, не настолько готов к этой трассе, но посмотрим, что будет. И вот он стартанул. Ах, как хорошо. Но посмотрим, как он поведет себя дальше на дороге. Неплохо идет, неплохо. Держит дорогу. Справляется со всеми ухабами, справляется с кочками. Хорошая заявка, но посмотрим, что будет дальше. О, какой красивый заход в поворот. Да, машина немного вязнет. Все-таки песок есть песок. А никто не говорил, что будет просто. Неплохо он выходит из этого поворота, держится, идет бодро, уверенно к финишу. И вот что-то происходит, он начинает останавливаться. Непонятно, то ли это машина. Да, смотрите, все, он остановился, он... Ха-ха-ха! Все, машина встала, да. И практически перед самым финишем, ну, как сказать, практически перед самым финишем, ну вот уже в поле зрения его машина, и он заглох. Друзья, он заглох, он не доехал. Ну что, Ром, это лишнее, все. Ты думаешь, это поможет тебе выиграть гонку, то есть скорость будет быстрее? Еще какие-то есть секреты? Короче, надо просто доехать, брат. Я должен победить этих немцев. Все, мы желаем тебе удачи, давай, хорошей гонки.
На старте бессмертный отечественный автопром. Это «Москвич», за рулем которого сидит Роман и который серьезно настроен на победу в этом этапе. Потому что первый этап ему достался очень тяжело. Он пришел третьим. Итак, друзья, неплохой старт, неплохой. Итак, первый поворот Рома проходит. Надеюсь, что он рассчитывает его пройти стабильно и доехать до финиша. Хотя бы не застрять где-то на середине трассы. Как я уже говорил, трасса не приспособленная для гонок, и впереди участников подстерегают много сюрпризов. Это и песок, это и ямы, ухабы, и тем более такие машины, которые и по трассе-то с трудом проедут. Как они здесь проезжают, я удивляюсь. Но, тем не менее, да, цепляясь, просто вязну в песке, Рома проходит первый поворот. Я считаю, что «Москвич», ему все нипочем, и мне кажется, пройдет он везде. Пусть это будет дорога, асфальт, я не знаю, лес, пустыни и все что угодно. Итак, вы видели, его просто бросило в сторону, чуть не перевернулся. Или ошибка водителя, или все-таки, как я говорил, что любые сюрпризы трасса может преподнести участнику на этапе. И вот он, финишная прямая. Давай, набирай. И он просто проносится эту финишную прямую. Молодец, Роман, так держать. Ром, расскажи, как трасса? Вот на скорости, как трасса? Начал хорошо, вот здесь уже на повороте несколько раз прям носом воткнулся. Готов? Все, давай, мы с тобой, давай, я тебе вот так сделал. Все, давай, поехали! Берку на его Volkswagen Golf решили дать еще один шанс. Он заново стартанет и попробует доехать до финиша. Да, тут машина подвела. Неплохо стартанул. Главное, чтобы доехать до финишной черты, чтобы в этот раз вытянуть всю трассу. Но посмотрите, нет, ну не хочет он, никак не хочет доехать до финиша. Видимо, это сопротивляется Гольф. Сказал, все, ребята, хватит. На первом этапе я показал хороший результат, а теперь можно и отдохнуть. Ничего не помогает. И вот он, унылый Берг. Вот он, опечаленный Берг, да, друзья. Вот так, с первого места на последнее. Он выбывает из гонки. Пока остальные участники пытаются реанимировать свои автомобили, у нас есть первый, кто, во-первых, доехал пробный круг от начала до конца, ни разу не затормозив, и сейчас он стартует уже на время. Вы посмотрите на этого человека, вы только посмотрите, он внушает страх для своих соперников. На старте Гром на своем Opel Kadett после первого заезда, где его выбросили наглым образом с трассы. И сейчас у него отличный шанс реабилитироваться и всем доказать, на что способна его железная корыта. Итак, стартом поехали! Хороший старт, вы посмотрите, это прекрасная заявка на победу. Но сохранит ли он такой запал на протяжении всей дистанции, мы увидим. Старт был великолепным, хорошо стартанул, прям аж полетело все из-под колес пыль. Хорошо идет, вот он первый поворот, при этом он не сбавляет, а набирает, завязнет или пройдет. Посмотрите, он проходит и прекрасно его проходит, в отличие от его соперников. Он идет по этой трассе словно по накатанной дорожке. Вот что значит воинственный настрой, настрой на победу. Скорее всего, сказалось то, что в первом этапе его выбросили. Вот что делает с человеком злость и жажда выиграть и доказать всем, что его машина не просто корыто. И вот он финиш.
Да, как хорошо он стартанул, ребята, мне кажется, это серьезная заявка на победу в этом этапе. Блин, но это не помешало доехать. Как трасса, когда едешь на время, ощущения, наверное, все-таки другие, нежели вот пробный круг. Прикольно. Было пару моментов, когда прям, ой, сыкотно. Прикольно. Итог второго этапа. Гром 20 баллов, Рома 15 баллов, Вова зарабатывает 10 баллов и Кирилл, так как не доехал, 0 баллов. Подведем промежуточный итог двух этапов. Гром 20 баллов, Кирилл 21 балл, Рома 22 балла и Вова набирает 24 балла. И вот очередной сюрприз нашей гонки. Во втором этапе аутсайдер первой гонки показывает лучшее время, а фаворит спускается на последнюю позицию. Третий этап. Дерби. Самый зрелищный из всех заездов. Участники проверят на прочность свои машины. Если они не сдохнут до начала битвы. Третий этап – дерби. Все 4 участника находятся в яме. Своего рода автомобильный автогон. Задача – выжить в битве и показать зрелищный бой. Итак, друзья, начинается третий этап наших состязаний. Это дерби. Участники находятся в яме. Их задача максимально раздолбить машину противника. Участники будут оцениваться по 2 критериям. Это выживаемость и зрелищность. И наше компетентное жюри... Смешные, но справедливые. Давид, Игорь и Федор. В конце битвы определит, кто будет самый зрелищный и самый выживаемый в этом этапе. Машины готовы, заведены. Нервы уже на пределе. После всего того, с чем пришлось им столкнуться, они глохли, их заводили, их заводили. И в итоге все равно, все машины в работе. Никто не сольется до тех пор, пока его не разнесут к чертовой матери в этой яме. Вот он, мне кажется, самый зрелищный этап состязаний – дерби. Все участники готовы изрядно помять друг другу бока, точнее, бока своим железным корытом. Эта гонка началась как-то нерешительно, ребята идут. И вот, посмотрите, Opel, бах! Да! Это больше похоже на дружное рукопожатие всех. Давайте, ребята, расходитесь. Зрелище нужно, нам нужно зрелище. О, кадет, давай. Гольф нерешительно бьет в крыло. Да! От кадета десятка получает по заднему бамперу. Посмотрите, что творит Гром на Опеле. Это какие-то стратегические маневры. Что он дальше будет? Да! Такой удар по правому крылу Москвич получает. И не без последствий. Все, он встал. Посмотрите, он встал. Сможет ли он продолжить гонку? Или все-таки он выскочит из гонки, не дойдя до конца? Вы только посмотрите на это старание. Рома не сдается, потому что Москвич не может... Да, он начинает первое движение. Давай! Вот это воля к победе, это невероятно. Колесо в сторону, крыло правое в смятку, но он едет. Москвич у нас уже вышел практически из строя, но посмотрите, он ожил. Ему свернули колесо, но он не сдается и движется. Итак, Opel выбирает свою новую жертву. Это десятка будет. Нет, это был маневр. И вот она, круговой у Вальца. Да, и опять десятки. Задний бампер.
Да, все просто накинулись на десятку. Volkswagen Golf остается на месте. Будем считать, что это стратегический ход, потому что в этом этапе машины будут оценивать по выживаемости и зрелищности. Не знаю, как за зрелищность, но за выживаемость, возможно, у них есть шанс получить высокие баллы. Москвич задымил, давай, давай, Москвич не сдается, Москва не сдается. Замер Opel Kadett, выжидает момента. Это же вояка, он ждет, он выжидает. Да! Ох, хорошенечко она получает сейчас десятка по своей пятой точке. Да! Какой удар от москвича! Получает Opel. Ребята, оживитесь! Да, машина уже не выдерживает такого накала. Все-таки удары сказываются. Тяжело, после каждого удара тяжело приходится этим ржавчинам начать движение. Но моторы работают. Вот она, десятка разгоняется. Бам! Вперед, ребята! Отлетает бампер у десятки. Воу! Москвич проскакивает. Давай, да! И все разом, и десятка, и москвич решили немного растолкать Гольфа, чтобы он дал хотя бы какие-то признаки жизни. Пока в игре остаются десятка и москвич. Воу, Гольф ожил, давай! Он начал двигаться. Неужели он сейчас даст отпор своим противникам? Давай! Что-то немцы приуныли. Гольф и Кадет решили выйти из гонки. Борьба идет между отечественным, бессмертным отечественным автопромом. Десятка начинает нещадно долбить Москвич. Гольф периодически начинает двигаться взад-вперед. То ли это сила водителя раскачивает его, просто Берг качает вперед-назад. Но будет ли дальше борьба между Опелем и Гольфом, еще неизвестно. Скорее всего, уже нет. А вот два отечественных автопрома сражаются до последнего. Десятка не останавливается. Ее багажник уже... Я не знаю, как это назвать, но это всмятку. Его нет практически. Давай, десятка разгоняется. Удар, да! Москвич попадает. Водитель москвича Рома выходит с машины. Я так понимаю, для него гонка уже... Нет! Он решил выйти и ответить. Все, ребята, гонка окончена. Единственный, кто остается в строю и добивает, просто добивает всех. Я ей не готов простить сегодняшнюю ошибку. То есть это будет месть? Это будет жесткое расставание. Целенаправленно просто разносил машины остальных. Жалко, сцепление сдохло, я бы всех развел. Делись впечатлениями. Ну вот у меня было 3 шанса сегодня экспериментировать. Последний эксперимент все-таки, видимо, удался. Потому что очень много было то там подводных камушков, то здесь нужно было ключиком подзавести, то там тросик нужно было прикрутить. А здесь купе все отработало, тьфу-тьфу-тьфу. Моменты были прям ссыкотные или прям адреналин христал и было уже на все пофигу? Ждал первого удара. Вот как бы после вот этого первого удара прикалибровался, понял, что страшного ничего нету, и уже погнали. Но мы все видели, как ты потом вошел в кураж. По итогам третьего и заключительного этапа в отчаянном поединке все машины превратились в груду железа. И лишь один остался выжившим.
вывернутые колеса, оторванный руль, разбитые в хлам бамперы и фары. Кто станет лучшим, а чья тачка отправится на металлолом? Узнаем прямо сейчас. То есть сейчас мы проводим оценку. Осмотр. Ну, у нас же есть оценка качества сборки. Эти штучки не отвалились, значит, еще плюс 2 балла этой машине. О, слушай, регулировка фар. Смотри, фары на скотч повесить невозможно. Это подарок. Спасибо. Всегда мечтал о таком. Благодарю за это. Маме хочу сказать спасибо, папе, спасибо ребятам за то, что пригласили. Так приятно всегда. Мечтал учиться в кадетском корпусе, и вот теперь корпус кадета есть у меня. Спасибо, благодарю, спасибо, пожалуйста. И прямо сейчас мы подведем итоги этапа дерби. По 2 критериям будем оценивать. Точнее, наши жюри будет оценивать их по выживаемости и зрелищности. Итак, давайте оценим на выживаемость 10. Можете прокомментировать, конечно. Итак, давайте. Давид 3, Игорь 3, Федор 5. Есть вопросы, у кого нет логики в жюри? Какие интересные баллы. Итак, на выживаемость «Москвич». Давид единицу, Федор 4, лояльно. Не, объективно у него только колесо и этот, 10 смял. Игорь 4 балла. Следующее. Гольф. Игорь, это ваш фаворит, да? 5 баллов, 5 баллов. Давид 4 балла, Федор 2 балла. Отлично. Итак, и завершает наше голосование Opel. Итак, Давид 4, Игорь 3. Федь, как ты думаешь? Тоже 3. Итак, зрелищность, конечно. Давайте начнем с Opel. По зрелищности, как мы оценим Opel? Вначале хорошо дал, а потом жалко сдулся, конечно. Давид 3, Игорь 4, Федор 5. 3. Поехали дальше. Гольф. Зрелищно было, да? Гольф очень красиво стоял. Нет, я объясню. В качестве зрелищности, то, что он такой затаившийся тигр, понял? Он просто стоял такой и ждал момента, когда все сдохнут, и он проедет 3 метра. Можно считать, это была своего рода тактика. Это тактика. И он ее Но он стал самым выжившим. Леонардо Ди Каприо. Итак, Москвич. Москвич был хорош, мне понравилось. Несмотря на то, что у него было 3 колеса, он прям, что-то 4, делал. 2, 4. Угу. И заключительное. Это 10. Пошумим, блин! 5, 5, 5. Все 5. Итак, выставили оценки за выживаемость и зрелищность в конкурсе дерби каждому участнику. Сейчас наши жюри подсчитают баллы всех 3 этапов и выявят того одного самого лучшего, который выстоял и на 1 этапе, на 2 и на 3. Сначала мы определим, кто был лучше, а уж кто был худший, того ждет расправа. Его машину разомнет в смятку экскаватор. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии. Нам важно мнение каждого. Так, мы приняли решение на основании всех этапов. Почему он как Цицерон? Итак, мы приняли решение. Выиграл я. Значит, смотрите, мы сложили, имея общее, среднее и высшее образование, все баллы и получили такие результаты. Давай. 3 место. Opel Kadett. 2 место в сегодняшнем соревновании с общей суммой баллов 44 занимает Москвич.
Первое место в сегодняшних соревнованиях с результатом 51 балл, порвав всех, занимает десятка! Интрига сегодняшнего дня. Не расходимся! 4-е место, друзья. Машина! 4-е место! Занимает Volkswagen Golf. Уничтожить! Итоги третьего этапа. Кирилл 16 баллов, Рома 19 баллов, Гром 20 баллов, Вова 26 баллов. По итогам 3 этапов третье место получает Гром с общей суммой баллов 40. На втором месте Рома, общая сумма баллов 41. И первое место Вова! И общее количество баллов 55. Кирилл набирает 37 баллов. А это значит, что его тачка отправляется на металлолом. Итак, Кирилл, у тебя есть возможность, ну, скажем так, наказать эту машину. Я не хочу наказывать. А что ты хочешь сделать? Можно считать, что она тебя подвела же. Пусть она умрет. Окей, давай начнем с сердца. Давай перейдем дальше. И так будет с каждым, кто проиграет, друзья, потому что это...